Ойру Продакшн представляет. Здравствуйте! Сегодня мы попробуем разобраться и по возможности познакомиться с кастом Небожижи. Так, что тут у нас? Все вы такие красивые и одинаковые. С кого бы начать? Давайте начнем с молодежи. Дамы и господа, познакомьтесь с чародейкой Бэнюэ, любителем маленьких миленьких змеек. Актриса, между прочим, 2005 года выпуска. А теперь давайте всплакнем над своим возрастом. Далее, один из многочисленных богов войны, славный генерал Пэй-младший, Пэй-су, Малдоудал, унаследовал харизму Пэя-старшего. Прилагается к нему в комплекте. Где один, там и второй. Кстати, о втором. Еще один бог войны, генерал Пэй-старший, Пэй-мин. Вот этот. Нет, вот этот. Или этот? Нет, кажется, все-таки вот этот. Первый парень на деревне любит заключать взаимовыгодные сотрудничества, из-за последствий которых Пэю-младшему всегда есть чем заняться. Отличительная фраза «Хо-хо» входит в известный тройничок топ-менеджеров небесных чертогов с Лин Вэнь и Шиуду. Давайте раздадим их получше. Лин Вэнь – главный администратор, бухгалтер, психолог и бог литературы всея небес. Работает 24/7, без доплат и жалоб. Идеальный работник. Из украшений носит только круги под глазами. Замыкает тройник Шиуду, повелитель вод, и Биг Бро, повелитель ветров, о котором мы поговорим позднее. Эксцентричный и безбашенный самодур. Отвечает за международные морские перевозки, берет взятки и устраняет соперников. А теперь поговорим о главном босяре небесного планктона. Дзюнь-У, дамы и господа, бог самой главной войны, небесный император, который вечно торчит в командировках, имеет коллекцию мечей тестеров. Он узнает о тебе все при приеме на работу. Идем дальше. Единственная и неповторимая кудряшка-драчун Цуанин Джейн, он же Цин. В свободное время любит драться, в рабочее время любит драться, в любой непонятной ситуации любит драться, и не помним, упоминали мы или нет, но он в принципе любит драться. И, кстати, Цин, золотко, запиши наш номер счета. Слыхали, у тебя золотых слитков в избытке? Далее к нашей кудряшке прилагается его шисюн Инь-Юй, темная лошадка, которую кудряшка непрестанно ищет. У нас есть еще один бог войны, неожиданно, правда? Лань Цяньцю, также известный как генерал Тайхуа. К сожалению, страдает топографическим кретинизмом и в какой-то момент потерялся в сюжете. А теперь немного разбавим богов демоницами. У нас их две. Первая – Сюань Ци, демоница, на костюм которой ушел весь бюджет дорамы. Очень неустойчивая психика, может накрутить. Вторая – Лань Чан, имеет кусачего питомца. И это все, что мы можем сказать. Простите. Срочные новости! Нам удалось выловить из черных вод фотку черновода. Кстати, он один из непревзойденных демонов, прячущийся от коллекторов. Конец! Далее представляем вашему вниманию генератор дичи и эпичных цитат, недопревзойденный, притянутый к компашке демон Цзэжун, он же лазурный фонарь в ночи. Не ведитесь на его милую внешность, обматерит вас с ног до головы, в лучшем случае. Автор древнекитайской версии вредных советов по воспитанию детей. А теперь поговорим о важных помощниках главного героя. Их 4. Начнем с младших. Первый на очереди у нас Фуяо. Он служит генералу Сюаньчжэню и синхронно с ним закатывает глаза. Второй на очереди у нас Нань Фэн. Он служит генералу Наньяну. Постоянно срется с Фуяо. Теперь пара слов об их генералах. Они тоже боги войны, если у вас вдруг еще были какие-то сомнения. Первый на очереди у нас Му Цин. В его мастерстве по закатыванию глаз может сравниться только Дзян Чен. Имеет триггер на метлу. Второй на очереди у нас генерал Большой Хрен... Фэн Синь. В прошлом верный телохранитель главного героя. Отлично стреляет из лука, но однажды попал не туда. Постоянно срется с Му Цином. Любит пошутить про метлу. Далее у нас богатая подружка главного героя и создатель хорошего настроения, повелитель ветров Ши Цинь Сюань. Любит
транжирить добродетели, носить платье и активно призывает к этому остальных. Но пока уломала только одного. Лучшая подружка лучшей подружки главного героя, повелитель земли Мин И. Любит поесть, любит покушать, любит пожрать. За любой движ с повелителем ветров, но с кислой миной. И да, они оба мужики. А если вы вдруг забыли, повелитель ветров – младший брат повелителя вод. И стоит добавить, что у повелителя земли есть крутая лопата. А теперь пройдемте в призрачный город и познакомимся с главным мужиком главного героя. Он же градоначальник, он же собиратель цветов под кровавым дождем, непревзойденный князь демонов Хуачен. В простонародье Саньлан. Не путать с Лименхо. Главная морда кирпич на бэкстейджах. О, гляньте, редкий кадр. Градоначальник улыбнулся. И, кстати говоря, песня Ирины Дубцовой о нем практически его гимн по отношению к главному герою. Если хотите себе такого же, то хрен вам, вы уже опоздали. Он единственный и неповторимый. Та-да-да-дам! Главная звезда всего пантеона. Полевой работник под началом Дзюнь-У. Трижды вознесенный бог войны, наследный принц государства Сяньле, Селянь. Объект сталкерства парочки демонов. Фанат Плюшкина, так как тоже любит собирать всякий хлам и тащить его в дом. Саньлань — это не про тебя. Обладатель нескольких мишленовских звезд за свои кулинарные шедевры. Не любит острое, но острые мечи любят его. Имеет слабость к татухам. У него их аж 2, лол. А еще немного хлебушек. Предполагаем, что он мог бы быть недалеким родственником Ебаи, который из далеких странников. Внимание! Всем спасибо за внимание! На этом знакомство с кастом заканчивается, но мы на этом не прощаемся. Предлагаем посмотреть, как небожители небожижатся. По скриптум. Надеемся на непревзойденную химию хуаляней, но если вдруг у них не получатся взгляды вэнсяней, то у нас всегда в запасе есть они. Встань на лопату и лети, ветра нам будут по пути. С тобой счастье отыскать, мне пустослов не запрети. Ла-ла-ла-ла.